Всем привет! Вы на канале Вязаные истории, меня зовут Юлия. Это видео долгожданная заключительная часть по вязанию куколки-балеринки. Я наконец-то могу вам показать вторую девочку, которая связалась в процессе создания этого мастер-класса. Мне кажется, она получилась такая же, как первая. В первых двух частях мы с вами полностью оформили ей туловище, ручки, ножки, юбочку и все прочее. Сейчас займемся вязанием головы, волос, оформлением такого милого личика и пришьем голову к туловищу. Если вы видите эту девочку первый раз, то переходите по ссылочке в описании под видео на первую часть, там более подробно рассказано о ней. Если же у вас готово туловище, то мы продолжаем с вами. Приятного вязания! Начинаем вязать голову. Делаем кольцо амигуруми. И в него провязываем 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой столбик. Колечко затягиваем. Вяжем следующий ряд второй, 6 прибавок. В каждый столбик предыдущего ряда по 2 столбика. Первый в эту же петлю, второй, следующая прибавка также, и довязываем так до конца ряда. В итоге получится 12 столбиков. Провязали этот ряд. Следующий ряд третий. Провязываем 1 столбик без накида прибавка. Повторяем так 6 раз. Вяжем 1 столбик, в следующую петлю прибавка. Повторяем так до конца ряда. В итоге у нас получится 18 столбиков. Провязали. Следующий ряд четвертый. Вяжем 1 столбик без накида. В следующую петлю прибавка. Дальше вяжем 2 столбика без накида прибавка 5 раз. Первый столбик, второй, прибавка и еще 4 раза. И довязываем до конца ряда оставшийся столбик без накида. Получилось у нас сейчас 24 столбика. В пятом ряду провязываем 3 столбика прибавка и повторяем так 6 раз. Первый столбик, второй, третий и прибавка. Вяжем так до конца ряда, в итоге у нас получится 30 столбиков. Шестой ряд провязываем 2 столбика. Первый, второй, прибавка. Дальше вяжем 4 столбика без накида прибавка 5 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый и прибавка. Также еще 4 раза. Провязали и довязываем до конца ряда оставшиеся 2 столбика. В итоге у нас получилось сейчас 36 столбиков в ряду. Следующий ряд седьмой. Провязываем 5 столбиков прибавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и прибавка. Повторяем так до конца ряда. В итоге у нас получится 42 столбика. Провязали. В 8 ряду провязываем 3 столбика. Первый, второй, третий. Вяжем прибавку. Дальше провязываем 6 столбиков, прибавка и повторяем так 5 раз. Первый вместе свяжем,
Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, прибавка. Еще 4 раза вяжем также. Дальше довязываем оставшиеся 3 столбика. Первый, второй и третий. 9 и 10 ряд провяжите по 48 столбиков без накида. Провязали. В 11 ряду провязываем 7 столбиков прибавка и повторяем так 6 раз. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и провязываем прибавку. Также вяжем до конца ряда. В итоге у нас получится 54 столбика. В 12 ряду провязываем 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый и вяжем прибавку. Дальше вяжем 8 столбиков прибавка, повторяем так 5 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и вяжем прибавку. Провязали так 5 раз и дальше вяжем 4 столбика до конца ряда, оставшиеся. Вот что получается. Дальше с 13 по 19 ряд, получается всего 7 рядов, провяжите по 60 столбиков без накида. Провязали и после этого устанавливаем безопасные глазки. Я их располагаю между 15 и 16 рядом. Расстояние между ножками глаза получается у меня 9 столбиков. Продолжаем вязать дальше. Следующие ряды у нас уже идут на убавление. Вяжем 20 ряд, 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый и вяжем убавку. Дальше вяжем 8 столбиков без накида убавка и так повторяем 5 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и убавка. Провязали и дальше довязываем оставшиеся 4 столбика. Первый, второй, третий и четвертый. Получилось в общем 54 столбика. Следующий ряд вяжем 21, провязываем 7 столбиков, убавка и повторяем так 6 раз. Второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и убавка. Вяжем так до конца ряда. В итоге у нас получится 48 столбиков. В 22 ряду провязываем 3 столбика. Первый, второй, третий. Вяжем убавку. Дальше провязываем 6 столбиков без накида убавка и так повторяем 5 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и вяжем убавку.
Провязали. Вяжем оставшиеся 3 столбика. Первый, второй, третий. В ряду получилось 42 столбика. Следующий 23 ряд провязываем 5 столбиков без накида убавка, и так повторяем 6 раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, убавка. В конце ряда у нас получится 36 столбиков. Постепенно уже добавляем наполнитель. Следующий ряд 24, провязываем 2 столбика. Первый, второй, вяжем убавку. Дальше вяжем 4 столбика без накида убавка 5 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый и убавка. Провязали и вяжем оставшиеся 2 столбика. Первый и второй. Сейчас у нас получилось 30 столбиков. В следующем ряду 25 мы провязываем 3 столбика без накида убавка, и так повторяем 6 раз. Первый столбик, второй, третий и убавка. В конце ряда получится 24 столбика. Добавляем еще хорошо наполнитель. Следующий ряд у нас 26. Мы провязываем 2 столбика без накида убавка 6 раз. Первый столбик, второй и убавка. Вяжем так до конца ряда. В итоге у нас получится 18 столбиков. Провязали, и следующий ряд у нас идет завершающий, 27. Нам нужно провязать 7 столбиков без накида убавка, повторить 2 раза. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, вяжем убавку. Точно так же еще один раз. Провязали в следующую петлю соединительный столбик, воздушная петля, ниточку вытягиваем. Можно не сильно длинную, если оставляли длинную нить на шее. Все, голову хорошо набиваем, и она у нас готова. Теперь давайте покажу, как связать ушки. Делаем кольцо амигуруми, но вот этот хвостик оставляйте подлиннее. Мы будем потом его пришивать этим хвостиком тоже. Сделали кольцо амигуруми. В это кольцо набираем 5 столбиков. Первый столбик, второй, третий, четвертый и пятый. Дальше делаем соединительный столбик, воздушную петлю, ниточку вытягиваем, обрезаем тоже подлиннее. Все, колечко затягиваем. Вот что должно получиться. Вяжем таких 2 ушка. Вяжем шишечку. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо набираем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый,
И 6 столбик. Колечко затягиваем. Следующий ряд, второй, мы провязываем 6 прибавок. Первая прибавка. Далее вяжем третий ряд. 1 столбик без накида, прибавка, и так повторяем 6 раз. Вяжем 1 столбик, в следующую петлю прибавку. Повторяем так до конца ряда. В итоге у нас должно получиться 18 столбиков. Следующий ряд, четвертый, провязываем 2 столбика без накида, прибавка, также 6 раз. Первый столбик, второй и прибавка. Вяжем так до конца ряда. В итоге у нас получается 24 столбика. Провязали. В пятом ряду провязываем 3 столбика, прибавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий и вяжем прибавку. Также повторяем до конца ряда, в итоге получается 30 столбиков. В шестом ряду вяжем 4 столбика, прибавка, повторяем 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый и прибавка. В конце ряда должно получиться 36 столбиков. В седьмом ряду мы провязываем 5 столбиков без накида, прибавка 6 раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и прибавка. Вяжем так до конца ряда, и получается у нас в итоге 42 столбика. Следующие с 8 по 11 ряд, всего 4, провяжите по 42 столбика без накида. 4 ряда провязали. В следующем ряду, 12, мы провязываем 5 столбиков убавка, и так повторяем 6 раз. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и провязываем убавку. Вяжем так до конца ряда. В итоге у нас получится 36 столбиков. Ряд закончили, и сразу же набираем 56 воздушных петель. Набрали 56 петель. Теперь со второй петли от крючка первую пропускаем, начиная со второй мы провязываем по одному столбику без накида в каждую петлю. Всего получится 55 столбиков. Вяжем так до основания цепочки. Провязали первый локон, еще нам нужно таких 2. В следующую петлю провязываем соединительный столбик. И снова набираем цепочку из 56 воздушных петель. Также провязываем второй локон, дальше соединительный столбик, третий локон, и уже после третьего соединительный столбик и ниточку обрезаем. Провязали 3 локона, дальше делаем соединительный столбик в следующую петлю, воздушную, и ниточку вытягиваем подлиннее для того, чтобы хватило пришить всю шишечку и зафиксировать косичку. Вот так получилось. Теперь заплетаем 3 локона в косичку. Можно немножко посвободнее.
После того, как заплели, фиксируем кончики косички или резиночкой какой-нибудь такой не сильно заметной, или можно просто с помощью иголки и нитки сшить это все вместе. Сейчас мы с вами начинаем вязать основную часть волос. Она будет вязаться клиньями, поэтому я вам рекомендую перед тем, как начать вязать, посмотреть, как вяжется первый клин, записать себе куда-то схему и уже потом начинать вязать по этой схеме первый клин, сразу же второй, третий и четвертый. Так будет гораздо удобнее, чем вы будете каждый раз перематывать на начало вязания первого клина. Попробуйте сделать так, это намного легче. И плюс наглядно будете видеть схему, и уже проще не запутаться. Для начала набираем 19 воздушных петель. Вяжем, начиная со второй петли от крючка. Провязываем 12 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11 и 12. В следующую петлю провязываем соединительный столбик. Воздушная петля. Вот эти петли у нас пока что так и остаются не провязанные. Разворачиваем вязание. Следующие ряды будут вязаться только за заднюю полупетлю, для того, чтобы на волосиках появился вот такой рельеф. Сейчас вяжем второй ряд. Провязываем соединительный столбик. Он находится под тем же соединительным, что был в первом ряду. И дальше 12 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11 и 12. Воздушная петля, вязание разворачиваем. Вяжем третий ряд. Также за заднюю полупетлю провязываем снова 12 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, соединительный столбик, первый и второй соединительный столбик мы вяжем, захватывая основную цепочку, получается следующую петлю. Вот здесь у нас был один соединительный, который мы связали в первом ряду, и вот в следующую свободную петлю вяжем соединительный столбик. Вот так. Вяжем воздушную петлю, вязание разворачиваем. И вяжем четвертый ряд. Соединительный столбик,
И теперь 13 столбиков без накида. Также за заднюю полупетлю. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12, и 13 столбик. Воздушная петля. Разворачиваем вязание, вяжем 5 ряд. Провязываем 13 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12, 13. Вот здесь у нас в конце есть еще соединительный столбик. Мы его не пропускаем. Провязываем один соединительный. А второй соединительный столбик провязываем в следующую петлю основной цепочки. Вот что выходит. Воздушная петля. Разворачиваем вязание и вяжем 6 ряд. Соединительный столбик. И теперь у нас увеличивается количество 14 столбиков до конца ряда. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13 и 14 столбик. Воздушная петля. Разворачиваем вязание. Снова вяжем в обратную сторону. 7 ряд, 14 столбиков. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14. В начале не пропускаем. Вот здесь у нас был соединительный столбик, самый первый. Мы сейчас также этот соединительный провязываем. Соединительный столбик первый, второй соединительный вяжем в следующую петлю основной цепочки. Вот что получается. Воздушная петля, вязание разворачиваем, вяжем 8 ряд, провязываем один соединительный столбик и 15 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый,
шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый. Воздушная петля, разворачиваем вязание. В обратную сторону мы вяжем 9 ряд. Также 15 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый. Соединительный столбик провязываем в петлю предыдущего соединительного столбика. И второй соединительный вяжем в основание цепочки. Воздушная петля. Вязание разворачиваем. 10 ряд провязываем 1 соединительный столбик. И 16 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый и 16. Воздушная петля. Разворачиваем вязание. 11 ряд вяжем 16 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый и 16 столбик. В следующую петлю вяжем соединительный. И еще второй соединительный мы вяжем в основание цепочки. Воздушная петля. Вязание разворачиваем. И вяжем 12 ряд. Соединительный столбик. И 17 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый и 17. Воздушная петля. Разворачиваем вязание. И теперь начинаем все заново. Это мы связали первый клин, состоящий из 12 рядов. Дальше вяжем еще таких 3 клина.
То есть следующий ряд мы уже считаем снова как первый и провязываем только 12 столбиков, соединительная петля. И так далее. Второй, третий, четвертый, пятый до 12. В общем, будет 4 клина. Провязали 4 клина. Вот такая получилась деталь. Теперь, если хотите, можно провязать воздушную петлю, вытянуть ниточку и соединить между собой деталь с помощью иголочки. Либо же можно сделать по-другому, с помощью крючка. Захватываем заднюю полупетлю от первой стороны и захватываем столбик от второй стороны. Провязываем соединительный. И вот таким образом, с помощью соединительных столбиков, все это вместе связываем. Доходим так до верхней части. Если все равно останется небольшое отверстие, с помощью иголочки его закрываем и переходим к вязанию челочки. Вот такая у нас получилась шапочка, волосы. Теперь давайте свяжем челочку. Шовчик у нас остается сзади. Челочку начинаем набирать примерно вот в этом месте. Присоединяем ниточку. И вяжем 12 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Теперь в обратную сторону провязываем 11 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и 11 столбик. Присоединяемся в следующую петлю. Присоединились. И теперь начинаем вторую прядочку набирать. 10 воздушных петель. Первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и 10. Также со второй петли от крючка в обратную сторону вяжем столбики. Должно получиться 9. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9. Соединительный столбик в следующую петлю. Так, 7 воздушных петель. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Это у нас идет третья прядочка. В обратную сторону 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и соединительный столбик. Четвертую прядку набираем 5 воздушных петель. И в обратную сторону получится 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый, соединительный столбик. Вот что уже получается. Пятую прядочку мы набираем 3 воздушные петли. И в обратную сторону 2 столбика. Первый,
и второй, и соединительный столбик. И заключительная прядочка 6, мы набираем 10 воздушных петель. И вяжем в обратную сторону 9 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9. В следующую петлю соединительный, воздушная петля, и ниточку вытягиваем длинную, для того, чтобы хватило полностью ее на пришивание паричка. Вот что вышло. Примеряем, распределяем. Теперь с помощью булавочек прикрепляем челочку. Сейчас я все это прикреплю и покажу вам уже, как смотрится вместе с булавочками. Распределили челочку. Паричок у меня сзади получается близко к шее, а здесь от глазок немножко повыше, для того, чтобы вместилась вся челочка. Вот так я одну прядочку длинную отправляю в одну сторону, все остальные у меня смотрят в другую сторону. И только одна самая коротенькая, где было у нас 2 столбика, она остается прямо. Теперь давайте я вам покажу, как я пришиваю паричок к голове. Здесь сложного ничего нет. Вот у нас остался хвостик. Челочку можно на время убрать в сторону, чтобы не мешалось. Теперь захватываю столбик на голове. Вот прям вот так его обхватываю. И беру один стежок на волосиках. Снова столбик на голове. То есть я не пропускаю ничего. Я вот так добросовестно, можно сказать, в каждый столбик все пришиваю, чтобы волосики смотрелись аккуратно. Вот таким образом пришиваем по кругу волосы. После я снова подключусь и покажу, как пришиваю челочку. Все, основную часть волос прошили по кругу, и теперь переходим к пришиванию челочки. Выводим иголочку в место, где практически заканчивается челочка. Теперь захватываем прядочку. Вот так. Отступаем немножко, чтобы захватить столбик. И выводим иголочку под следующей прядкой. Также захватываем следующую. Переходим на третью. И вот так, такими стежочками прошиваем все 6 прядочек.
Я уже дошью вместе с вами. Прошили, ниточку выводим снизу, где-нибудь между столбиков. Можно даже, знаете, вывести ниточку где-нибудь вот здесь. Здесь проще попасть. Именно между столбиков. Вот что у нас получилось. Такая челочка. Вот так. Теперь берем шишечку. Не помню, показывала момент про косичку или нет. Но, в общем, 3 локона заплетаем и соединяем вот такой резиночкой. Можно просто сшить ниточками. Это такой подготовительный этап. Теперь на макушке располагаем шишечку, чтобы она закрывала вот эту часть. То есть она у меня не прям вот так наверху, а сбоку. Вот так. Прикрепляем ее. И пришиваем по такому же принципу, как пришивали вот здесь. Основную часть к голове. Я уже это показывать не буду, думаю, здесь несложно. То есть также вот у нас есть ниточка специально оставлена. Захватываем петельку на голове, петельку на шишечке. Когда остается небольшое отверстие, добавляем туда наполнитель, чтобы шишечка была прям такой объемненькой. Шишечку к голове пришили. Теперь берем косичку. У нее есть изнаночная сторона, есть лицевая. Я оборачиваю лицевой стороной. Вот так. Хвостик прячу под начало косички, чтобы его не было видно. Все, теперь стежками вот таким образом прошиваем, соединяем, чтобы она не сдвигалась с места. Прям за каждый стежок не надо пришивать, я думаю, это будет лишним. А вот просто так периодически подхватить будет нормально. Самое главное это вот здесь, где мы спрятали хвостик. Здесь уже можно побольше сделать стежков, все попрятать, чтобы ничего видно не было. И на этом все. Волосы ее будут готовы. После того, как все сделаете, выводим хвостик к первому в эту же точку, завязываем на узелочки и прячем внутри головы. С прической ее закончили, теперь переходим на пришивание ушек. Я отметила места, то есть начинается у меня ушко посерединке глаза и вниз идет на 3 ряда. Расстояние у меня до прически, но если вот хотите, можно посчитать. Полные столбики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков от глаза. Но это не принципиально, мне кажется, что можно и ближе, и дальше. Ну, примерно, чтобы было посередине. Также с этой стороны на таком же уровне посередине глаза вниз на 3 ряда. Пришиваем. Берем ушко. Смотрим, какое у нас тут лицевая сторона. Вот это значит пришиваем сверху. Второе ушко будем пришивать наоборот снизу вверх. Все, захватываем первую петельку на голове и захватываем петли ушка, там, где был соединительный столбик. Подтягиваем. Захватываем вторую петлю на голове. И захватываем среднюю часть ушка прямо в кольцо. Третий столбик на голове.
захватываем начало, где был первый столбик из 5. Все подтягиваем. Теперь ниточку выводим вниз между столбиков. Вот так. Подтянули. Хорошенько подтягиваем ниточку, которая была у нас в начале, когда делали кольцо амигуруми. И также ее отправляем к первому хвостику. Вот такое получилось ушко. Теперь эти хвостики между собой завязываем на узелочек, на несколько лучше. Обрезаем. Не сильно коротко, но не прям под узелки. Вот так. И прячем. Все, вот что получилось. Пришиваем точно так же второе ушко. Пришили ушки. Теперь переходим к вышиванию носика. Берем нить основного цвета, вводим крючок в шее, выводим на уровне нижнего ряда, где заканчиваются глазки, и обхватываем 2 столбика. Хотите, можете обхватить больше, можно сделать 3, но мне вот кажется 2 будет нормально. Лучше 2,5, так будет ровнее. 2,5 столбика захватываем и делаем вот такие стежочки. Первый, второй. Смотрите, чтобы ниточки ложились ровненько, не перекручивались, чтобы носик смотрелся красиво. Третий и 4 сделаю. Этого будет достаточно. Выводим иголочку обратно в шею. Вот так. Такой незаметный носик, не особо привлекающий внимание, но главное то, что он есть. Все, хвостики завязываем, прячем и после подготавливаем ниточку красного цвета. Я использую обычную швейную нитку. Делаю просто ее в 3 сложения. Так. Все, с носиком закончила. Ниточку вот, про которую говорила, вот так она выглядит. Сейчас будем делать ротик. Начинаем вышивать ротик. Вводим иголочку между столбиков, где-нибудь сбоку головы. Выводим внизу, отступая от носа 3 ряда. Также обхватываем, как носик, 2,5 столбика. Или 3, в зависимости от того, сколько вы сделали. Обхватываем раз и обхватываем 2. И возвращаемся в первую точку. Поправили чуть-чуть так вниз. Вот и все. То есть это самая простая улыбочка, которую я делаю. Другие у меня не получаются. Завязываем узелочки. Прячем внутри головы ниточки. Перед тем, как начать оформлять глазки, давайте сделаем куколке небольшую утяжку. С ней она будет смотреться еще симпатичнее. Берем ниточку основного цвета, вводим иголочку в шею и выводим сбоку глазика. Вот так, посерединке. Внизу оставляем хвостик. Дальше обхватываем глаз ниткой сверху, обязательно сверху, и вводим его, вводим иголочку также сбоку глазика со второй стороны.
Вот так, как будто века. Но сейчас подтягиваем, и вот эта ниточка, она должна уйти прям под глазик. Все, у меня она ушла. Вводим иголочку также в шею, но только отступите, чтобы захватить наполнитель. И выводим снова сбоку второго глаза. Обхватывая сверху нитью, вводим с внутренней стороны. И снова подтягиваем так, чтобы ниточка убежала под глазик. Берем 2 хвостика и их затягиваем. Завязываем на узелочки. Смотрите, чтобы оба глаза утянулись одинаково. Вот я первый узелок затягиваю. Теперь смотрю, у меня вот этот утянулся лучше, чем вот этот. Поэтому я его еще раз подтягиваю. Вот так, видите, как хорошо влияет утяжка. Сразу совсем другой вид у куколки. Все. На этом утяжка заканчивается. По желанию, если хотите, вы можете еще раз пройтись по этим же точкам для надежности, но мне всегда достаточно одного раза. Завязываем хорошо второй узелочек. Сейчас завяжу еще третий. Тут как хотите уже. Ниточки обрезаем, прячем их в голове. Вот такая у нас получилась кукленочка. Теперь можно перейти к вышиванию ресничек. Для ресничек я беру нить Ярнар Джинс черного цвета, но разделяю ее наполовину. То есть вышиваю я только вот этими 2 тоненькими ниточками. А вся она состоит из 4. Приступаем. Я покажу сейчас вам на одном глазике, второй уже, думаю, сможете оформить сами. Вводим иголочку между столбиков, выводим под глазиком. Внизу оставляем хвостик и делаем такой стежок под глазом. Давайте все-таки удобнее сразу же на второй перейти. Вот так вот. И я его подтягиваю, чтобы не была сильно объемная ниточка. Также делаем на втором глазике стежок. И поднимаемся выше на 1 столбик. Здесь я поднялась на 1 столбик и в сторону также на 1. Все, теперь делаем такую ресничку. Первая. Так, раз ресничка. И с этой стороны точно так же. По-моему, вот сюда мы делали. Два ресничка. Вот это у меня получилась вторая длиннее. Сейчас переделаем. Все, вот такими простыми движениями, очень быстро я делаю реснички. Все просто. Глазки сразу становятся выразительными. Бровки можно сделать, но я не делаю, потому что у меня с этой стороны челочка. И если сделать бровку, она там где-нибудь потеряется внутри. Поэтому, мне кажется, этого достаточно. Сейчас еще один такой маленький нюанс. Возьмите белую ниточку, также Ярнар Джинс
Сейчас спрячу хвостики. Белая ниточка также разделенная на 2. Взяли ниточку, выводим иголочку снова где-нибудь сбоку, выводим под ресничкой. Вот так. Внизу оставляем хвостик. И теперь заводим ее под черную нижнюю ниточку. Также делаем со второй стороны. Пока что вот сюда выведу. Вот так. Взгляд становится еще более интересный. Делаем такой же стежочек на втором глазике. Выводим к первому хвостику, завязываем и прячем. И на этом оформление головы балеринки у нас готово. Перейдем к пришиванию головы к туловищу. Начинаем пришивать голову. Шея у нашей балеринки очень тоненькая, поэтому обязательно нужно ее чем-то укрепить. Я укрепляю палочкой для суши, просто отрезаю ее наполовину. Если также будете использовать какую-нибудь палочку или что-то еще, обязательно добавляйте наполнитель, чтобы шея не оказалась пустая. Вот такая. Ой, мне уже нравится. Примеряем, чтобы глазки смотрели прямо. И начинаем пришивать. Я вам сейчас просто так набросаю. Потом уже без камеры я пришью все ровненько. В общем, захватываем. Сейчас попробую поближе. Петельку на шее, точнее столбик. Обхватываем его поперек. И теперь обхватываем также столбик на голове. Подтягиваем. Далее следующий столбик на шее. И сразу подтягиваем ниточку на голове. И таким образом прошиваем по кругу все петельки. Посмотрите, может быть, нужно будет добавить еще наполнитель в процессе пришивания. Вот так постепенно все пришивается. Вот и все. На этом наша куколка-балеринка готова. Спасибо вам за совместное вязание. Надеюсь, результат вас очень сильно радует. Увидимся с вами в следующих мастер-классах.